Привет всем, кто заглянул на мой канал. С вами Виктория. Хочу предложить вам сегодня невероятно вкусный, простой, сытный зеленый борщ с крапивой, который буду готовить с добавлением плавленного сыра. Хотя это не обязательно, он и без него вкусный, но так еще вкуснее будет. В нашей семье ни одна весна не обходится без этого борща. У меня хоть и щавель есть, но специально готовлю его с крапивой. Уверяю, что это выходит намного вкуснее. Он получается намного нежнее, без лишней кислоты, да и полезный. В ней сколько в крапиве железа, и которое не теряется даже в процессе варки. А что надо сделать с крапивой, чтобы она не жалила при нарезке и как убрать лишнюю горечь, оставайтесь со мной. Не забывайте подписываться, чтобы быть в курсе новых видео. Оставляйте лайки и комментарии. И, конечно же, какой борщ без куска мяса? Кусок мяса бросила в воду, варю, сверху пенку всю обязательно снимаю, все лишнее, и варю практически до готовности. Теперь подготовила я картофель побольше, морковка натертая на терке и одна луковица. Еще мне нужно стакан сливок или сметаны, 2-3 столовых ложки, 3 вареных яйца, плавленый сыр. Вот мясо мое сварилось. Мясо, конечно же, на борщ лучше на косточки брать. Отправляю я картофель порезанный, лук, морковка, солю по вкусу, лавровый листик и варим практически до готовности. Тем временем вареных 3 яйца я превращаю в такую мелкую крошку, с помощью вилки измельчаю полностью, чтобы получилась такая яичная мелкая крошка. Кастрюля у меня где-то на литра 4-5 где-то борща у меня получится. Вот 3 яйца отправила картошки с луком, с морковкой и с мясом, 1 сырок плавленый. Сырок, вы поняли, не обязательно добавлять, просто так получается структура такая более нежная, такая лучше борщ выходит. И сюда же стакан сливок. Тем временем крапива, вот я ее нарвала, вот такие верхушки молодой крапивы, в перчатках, естественно, сложила в миску. И теперь она у меня была не мытая, ничего. Вот, конечно же, срываем в экологически чистом месте ее, чтобы там не ездил транспорт. Она не мытая у меня. Вот видите, там даже веточки какие-то попадаются. Залила я ее кипятком, постояла пару минут, посмотрите, вода темнеет, да? И вот сейчас воду я слила с нее всю. И получается, когда она уже холодная, она уже не жалится, спокойно я ее беру руками, я ее промыла, хорошенечко вымыла всю. И теперь второй раз уже чистую крапиву заливаю повторно кипятком и оставляю вот так постоять 10-15 минут, пока картофель варится с луком и с морковкой. А моя крапива уже настоялась, вся горечь из нее ушла, я ее вот отжала. И теперь надо всего-навсего ее хорошенечко измельчить. Вот эти веточки, они такие молоденькие, мягкие. И листики тоже ничего теперь не жалится. И вот та водичка, которую мы слили, она убрала нам всю горечь. Потому что если просто вот так ее бросить, немного как бы горчинка такая получится в борще. Ну, мне так не очень нравится, поэтому привыкли делать так. И хорошо измельчаю в мелкую такую крошку. Вот так вот ножом. И так крапива получается и не жалится, и не горчит за счет того, что мы ее обработали кипяточком.
Конечно, хоть тут и зелени немало получается этой крапивы, но все равно я добавляю петрушку и укроп. Вот измельчила я еще пучок петрушки, укроп мороженый. Отправляю все в кастрюлю с сырком, с сливками. Можно вместо сливок 2-3 столовых ложки сметаны просто добавить. И вот такой вкусный, оно закипит. Соль, естественно, по вкусу смотрите, регулируете. И вот такой вкусный, ароматный, сытный, полезный борщ получился. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии. Пока-пока!